начали. На самом деле можете как бы задавать любые вопросы вообще. На любую тему, связанную вот именно с развитием. Можно прям задавать вопросы провокационные, прямо, а с чего я взял, что это я, или откуда я вообще это знаю, можно ли мне доверять, да все что угодно вообще. Любая критика даже, там, как-то вопросы с подвохами, я это люблю. Я просто, вы тогда мне дадите возможность многим людям дать через видео объяснение, потому что я объясню сейчас это вам, и они это все увидят. Так, ну, первый вопрос хотел задать по поводу вашей новой книги, которую вы выложили в интернете, по поводу управления вниманием. Угу. Вот. А вы ее читали уже, значит? Нет, еще не читал. Я перед тем, как прийти сюда, мне сказали, чтобы я ничем голову не забивал. Вот, и решил этим тоже пока не увлечься. Вот, хотел задать вопрос такой, не знаю о той информации, еще, которая там описана. Под силу ли каждому управлять своим вниманием? И как, насколько быстро он может это освоить? Под силу каждому. Но смотря с какой стороны на это смотреть, потому что это то же самое, что вы мне зададите вопрос: Александр, а вот возможно мне сейчас вот взять грядку и за день насобирать, я не знаю, там, морковку со всей грядки? Как бы, ну, и вы понимаете, что это возможно любому человеку, и я понимаю. Ну, извините, но у кого-то есть лень, и кто-то, допустим, будет лениться и не захочет. Хотя он имеет на это возможность, то есть любой имеет на это возможность. А другой человек не решился, потому что он боится земли. То есть ему объяснили, что вот твое решение, он понимает, что ему это нужно, это скажется на его судьбе, на его будущем, на его семье, еще на чем-то, но все равно он не решается, потому что он просто боится земли. И в итоге он так долго к этому шел, ему даже сказали, как это просто сделать, что это нужно сделать сейчас, собрать эту морковку, и он боится и не решается. Может быть такая ситуация, что человек обманывает сам себя, то есть ему берут и говорят: ты эту морковку на грядке, то есть технику, допустим, внимания, неважно, должен собрать в это воскресенье в час дня. А люди, у них как раз отличие, можно сказать, от не этих других людей, которые высокоразвиты. Отличие самое первое какое? То, что люди, они такие, как ветер, то есть как время перемен. То есть компьютеру, если ты ставишь задачу разбудить тебя завтра в 9 утра, компьютер же тебя разбудит в 9 утра. Он же не скажет, что извини, я там футбол смотрел, и я проспал. Он же не скажет: ой, а я думал, что ты, может, не пойдешь туда, куда тебе нужно. Или: ой, я тебе сказал, а ты как-то там вроде сказал, что окей, ты меня услышал, мне так показалось. То есть вот что такое люди. Они сегодня говорят тебе, что они тебя любят, а потом им что-то в голову приспичило от того, что им приснился сон, и завтра они готовы тебя убить. Это человек. И так же как раз и с техникой. Ты им берешь и говоришь: тебе нужно собрать морковку в воскресенье в час дня. И человек берет, делает это все, приходит и возмущается, говорит: не получилось. Я такой: вы точно делали то, что я сказал? Да, точно. Я говорю: ну хорошо, давайте посмотрим. Когда вы делали? В воскресенье? Да. Я говорю: а в какое время? Он такой: в час дня. Я говорю: хорошо. То есть вы реально вот на грядке все собрали? Да. Только извините, я не на этой грядке собирал, я решил на другой. Я такой: ну извините. То есть люди думают, что это не так важно. Ошибка людей, что они думают, что это не так важно. Это то же самое, что ты берешь человеку, говоришь: купи мне воды, а он берет и приносит мне лимонад. И я говорю: так, подожди, я просил тебя воды, а почему ты мне принес лимонад? Говорит: ну ты же хочешь пить, какая тебе разница? Я такой говорю: извини, ты сейчас сам додумал. Я не говорил, для чего мне эта вода. Ты вообще не имеешь представления. И помимо этого, ладно, если бы ты мне сообщил, что нет воды, и пришел бы без воды, потому что была такая поставлена цель, и не нужно никакой самодеятельности, так ты еще помимо этого сделал что-то другое. Вот это люди делают, ну, каждый второй человек, каждый второй. Я беру, говорю: нужно делать сидя. Он говорит: а я решил лежа, мне так удобней. Так в этом-то и тема, что надо делать сидя, потому что неудобно. Потому что люди, они живут как? Они привыкли к старому. А чтобы стать сильнее, нужно перейти через самого себя.
Да, переступить через самого себя. То есть, если ты привык всегда есть вкусное и спать, допустим, много, то понятно, что если ты вдруг что-то хочешь в себе изменить, потому что у тебя проблемы с здоровьем, то, конечно, я тебе скажу, нужно поспать по-другому и другим питаться. Но ты все равно, нет, ну я же хочу, мне же так удобней. Так нет, он не понимает, что в этом-то и суть. Что если он будет делать не так, как он хочет, а так, как ему сказал специалист, потому что у специалиста опыт, и у него это в практике работает, и он сам себе результат, то есть понятно, что он дает стоящую информацию. То есть если я сказал, нужно так питаться, если ты так будешь делать, все будет хорошо. Но человек думает, что он больше прав. То есть он слушает себя. Ну так, если ты слушаешь себя, то ты и посмотри, что тебя окружает. Если ты считаешь, что ты правильно мыслишь, как делать бизнес, как общаться с людьми, как с кем-то знакомиться, как следить за своим здоровьем, то вот твой результат. Вот. Раз ты уже ко мне обратился, значит, тебя, все, что тебя окружает, не устраивает, значит, ты должен не слушать свои больше мысли, какие у тебя там в голове, потому что ты уже видишь результат, а послушать мои, если ты видишь мой результат, как пример. Вот и все. И также люди делают ошибки, когда система социум навешивает на вас посторонние мысли. То есть, допустим, у вас есть родственники, есть друзья, знакомые, и они, допустим, говорят, нет, не общайся с этой девушкой, которая у тебя появилась. Она нехорошая, она плохая, она тебя обманет, или тебе еще рано, или еще что-то будет тебе навязывать. Допустим, тебе навязывает это друг какой-то. А ты сразу проанализируй. А у него есть семья? А у него есть девушка? Анализируешь? Нет. А почему ты должен его слушать? Если он дает тебе формулу, которой у него нет, ну ты же видишь результат. И получается как, что ты должен проанализировать и понять, лучше послушать того, у кого есть семья. Он-то, наверное, скажет точно что-то стоящее. Так и во всем. И получается как, что если я человеку говорю, как нужно работать, и вдруг он послушал своих каких-то там однокурсников, что ему сказали, что не нужно так работать, то я говорю, ну кого ты слушаешь? Ну они же 5 лет мучаются и даже ни к чему не придут. А ты в данный момент знаешь меня уже тоже 5 лет, но ты видишь результат, и тебе уже сколько раз помогаю. А ты все равно послушал их. А почему послушал их? Ну, конечно, они чаще оказывают на тебя влияние. Ты их чаще видишь, чем меня. Может, они для тебя больше авторитеты, потому что для тебя важно их мнение, потому что ты всегда в их кругу, потому что ты с ними учишься. Но извините, если тебе это важно, то есть если ты преследуешь цель не работу, а мнение окружающих, то, конечно, слушай их, оставайся вместе с ними. Вот и все. То есть все математика, ничего больше, и все внимание. Кто-то внимательный, кто-то невнимательный. Вот так. Поэтому ваш вопрос на тему управления вниманием, то есть может ли это каждый делать и научиться? Вообще любой. Только извините, кто-то испугается, кто-то обманет меня и себя, а кто-то еще что-то придумает. И он даже сам этого не поймет. Он все равно будет утверждать, что желание у него есть, но он будет проклинать себя и весь мир, и всех, что что-то не получается. Хотя он будет просто не понимать, ну, он не поймет, что если ему сказали, нужно пить по стакану воды в день, а он пьет 2, он не будет понимать, что он делает плохо. Он считает, какая разница, так где же это внимание? Какая разница, сколько я пью воды? Потому что это для человека. У них нету вот четкого, нет конкретики. Они никогда вас не разбудят. С ними можно договориться встретиться, а завтра их уже нет. Это человек, летающий в облаках. Спасибо. Еще такой вопрос созрел от внимания, то есть есть энергия, да? А как в зависимости от дня и ночи на человека, у человека появляется эта энергия, это внимание? То есть ночью больше, либо ночью она лучше, либо днем она какая-то отрицательная или положительная? Я бы как на этот вопрос ответил? С вашей позиции, то, как вы развиты, конечно, я вам поддакиваю на тему того, что внимание это есть энергия. Если с моей позиции смотреть, то в принципе энергии нет вообще. Ну, ее вообще нету.
То есть это людям так удобно это пока называть, они к этому пришли. До этого люди вообще даже и энергия слова не готовы были принять и это отвергали. Но сейчас стали это принимать. А потом придут к тому, что ее нету. Но сейчас, если я об этом буду говорить публично, все скажут, что я совсем с ума сошел. Хотя на самом деле у меня есть этому объяснение, я все стараюсь это доказать, все пишу и пишу каждый день на эту именно тему. Ну вот, поэтому если что-то выбрать, мы обсуждаем или внимание, или энергию, то, конечно, я отвечу. Если пообсуждать на вашем уровне энергию, то, конечно, я сразу скажу, что заметил я и все люди, что ночью людям комфортнее всем. Особенно творческим людям или людям, как раз у которых свободное внимание есть. Они тогда начинают творить, что-то создавать, изобретать, что-то новое открывать для людей, для себя. И почему это происходит? Потому что система, она как природа начинает просыпаться утром. Начинают выползать насекомые, начинают расцветать цветы растения, распускаться все, начинают петь птицы, петухи кричать. Да? То есть вот система просыпается. И в это время должны просыпаться люди. Тогда они с системой, у них все будет хорошо, то есть здоровье будет у них. Они должны вместе вот так, хоп, и проснулись. И вот идет движуха. Вот идет вот это все материальное, в чем мы живем. И потом, когда это все засыпает, выключается, на что было потрачено все внимание, то внимание наше освобождается, оно собирается в одну точку, оно отключается от всех внешних факторов. И человеку становится легче. Все. И как раз он ложится что? Он ложится спать. И происходит это как? Что когда заходит солнце, когда люди начинают перестать что-либо делать, когда они начинают отключаться от этой системы, то, конечно, человеку становится легче. Но я бы не сказал, что это легче человеку становится от того, что все выключается. Человеку легче становится, потому что, в принципе, он выключается. То есть его внимание освобождается от внешних факторов. Он сел на стуле, допустим, сейчас 2 часа ночи. Тишина, покой, да? Внимание ни на что не тратится, он не слышит соседей. Он не отвлекается на, допустим, интернет, телевидение, почти там никого нету, как пример, да? Вот он остался наедине с самим собой, в комнате или где угодно, с листком бумаги, вот он начинает творить, и, конечно, у него внимание собрано в одну точку, и вот у него пошел процесс возникания каких-либо вопросов о себе, о жизни. То есть вот, он свободный, то есть даже мысли же это тоже блоки. У него даже мысли могут уйти, то есть человек способен спокойно попасть в некое медитативное состояние, от чего он будет наедине с самим собой, и тогда он может родить целую кучу новых открытий. Так это все и происходило. Но вот, конечно, кто-то не может настолько сам. Ну, то есть это же не специально люди делают. Кто-то открывается ночью не так сильно, кто-то сильнее. То есть это зависит еще от человека. Как это происходит? Есть вы. Сейчас ваше внимание рассеяно. Рассеяно куда? На какие-то точки. 1, 2, 3, 4. Вот, 4 точки, то есть это что? Это социум, система. И ваше внимание как присутствие приклеено к этому, ко всему. Это может быть все что угодно, каждый день что-то новое. В данный момент, может, в период вашего времени, ваше внимание больше всего тратится на работу, вот фокусирование внимания, на семью, на здоровье, потому что вас это мучает, то есть провоцирует ваше внимание, чтобы вы об этом думали, плюс еще что-то, какие-то недруги. Вот ваше внимание на это рассеяно, все, ваше внимание занято полностью. Что происходит дальше? У этого каждого внимания есть какой-то номер, как уровень силы, серьезности. Для каждого человека это что-то свое. Вот, допустим, я называю 1, 2, 3, 4. То есть это по уровню сложности некие жизненные ситуации, то есть в системе программы, которые крадут ваше внимание. И получается как, что если что-то появится ниже 1, 2, 3, 4, допустим, что-то под минус 0, минус 1, то ваше внимание на это не отвлечется, потому что оно слабее, чем это. Но если я вам дам что-то сейчас в жизни выше 1, 2, 3, 4, то есть 6, это вы увидели все что угодно, какой-то катаклизм, кто-то у вас заболел, или вы выиграли миллион. Все, для вас это ничего не существует, это полностью рушится. И ваше внимание в одну точку, потому что она выше этих. И от этого как раз все и самые крутые, выражусь так, трюки.
Но это иначе никак не назвать, то есть в этом нет ничего сверхъестественного, обычная наука. И так и происходит открытие человека. Все, это вот, это элементарно. Это когда ты знаешь, что человек, это то же самое, что вот у меня один знакомый, не буду говорить кто, со мной не очень приятно общался. Я его понял теперь почему. Ну, это давно было. А почему так происходило? Потому что вот я нахожусь в своем мирке. И у меня есть какие-то вот эти точки, типа моя жизнь, на которую я трачу внимание и считаю, что это такая серьезная жизнь. А он выше уровнем, чем я. И он мне звонит и говорит: Саша, давай приезжай. И когда я ему хочу объяснить, что у меня дела, еще что-то, он говорит: заткнись, приезжай. Это он делает не из-за того, что это характер его, он показывает свои эмоции, он глуп и так далее. Нет. Он просто не хочет тратить свое время на объяснение всего. Хотя он понимает, что это все такая мелочь, в которую я кручусь. Ну, мое внимание очень низко сфокусировано на мелочи. И он понимает, что ему одним щелчком он все равно мне это создаст, если я даже потеряю. То есть это того не стоит. Он меня зовет в серьезный мир. Конечно, мое внимание на это фокусируется, на него, что я, в принципе, забываю о своей какой-то жизни, что меня там что-то завтра ждет. То есть мне уже все равно даже, что будет завтра, потому что я встретился с этим человеком в его мире, который эти 1, 2, 3, 4 настолько перевысил, что мой мирок отдыхает. В этом тоже очень большая сила по управлению людьми и по тому, как можно оказывать на них влияние. Также происходит и процесс любви. Ну вот, как он происходит? Есть, допустим, персонаж мужчина и женщина. Что происходит, почему они начинают друг друга любить? То есть любовь, которая именно настоящая, которая по Первому каналу пытались доказать. Вот это какую-то эйфорию, вот это ощущение, что это происходит. Они все изучали, эту формулу любви. А что происходит? В данный момент у этой женщины есть не те внешние факторы, даже не внешние факторы, не те точки, что-то вот она стала ситуацией важнее, чем его мирок. Она выше этого всего. И также наоборот. У него что-то есть, что выше ее мирка. И получается как? Они отделяются от всего этого, для них перестает существовать время, родственники, работа. Да вообще наплевать на всех друзей, вы от всех пропадаете просто. И ваше внимание фокусируется друг на друге. Медитативное состояние, состояние опьяненное. Ученые изучали, что это за состояние, как же это происходит, от чего же это, они все не могут объяснить. Внимание и ничего больше. А как, когда у меня была вот эта эмпатия, и когда я еще маленький был, книгу писал, про людей, которые болеют вот это, аутизмом. Слышали о таких? «Человек дождя» есть фильм. Там был такой странный человек, который вроде гений, а с другой стороны вроде не может существовать как раз в нашем мире. Почему? Потому что его внимание не тратится на этот бред. Его внимание собрано в одну точку, и настолько собрано в одну точку, что если он захочет сейчас обратить внимание на свет, он будет настолько яркий, и он настолько будет на него смотреть, он больше ничего не будет видеть, только свет. То есть у него внимание уже в принципе собрано. Он даже ничего для этого не делает, он даже не может его расфокусировать. То есть получается как, если я буду долго над этим мучиться, я могу даже научиться вылечить этих людей. То есть в этом нет никаких проблем, и это не физика. Ну то есть это не проблема не в физическом теле, это все именно психика, внимание человека. И получается как, его внимание настолько собрано в одну точку, что он слышит звук. И он только слышит его. Он не слышит, даже если, что вы мне не будете говорить, я вас даже не услышу. Моего внимания нет на вас. Мое внимание именно на этом. И оно настолько объемно и четко, что я прямо как будто стал этим звуком. И получается как, что я даже когда с вами нахожусь и общаюсь, или читаю книгу, почему у них сумасшедшая память, и они прочитывают книги и все помнят точно. Потому что у них 100% внимания сфокусировано на книге. Они отделяются вообще от мира. Они даже не знают, что они человек, как он выглядит, где находится и какая температура воздуха. Он даже этого не чувствует. Он просто берет и становится книгой, полностью в нее погружается. Вот это внимание. В фильме «Матрица» это показали. Показали более материально, да еще для 97-го года, это супер, или 99-го, не помню какой год фильма. Так там как было? Там показывают, что у Нео были приклеены присоски по всему телу, и от этого он увидел что? Систему, матрицу, на что он тратил свое внимание, на это весь бред. А потом что показывают? У него выдирают эти присоски, и он хопа и видит все.
как есть, истину. Конечно, там показали все это более фантастически, но к чему я это веду? А потом, когда его отключили, они же показывали ему программы разные, в какой программе можно поучаствовать? Так они что делали? Они заново брали присоску, вставляли ему, то есть подключали его, и внимание его подключалось куда нужно. Стопроцентное внимание. Только уже не на это, а на что захотим. От этого почему там он быстро выучивал все боевые искусства? Его внимание фокусировалось в одну точку. Хоп, и сразу заливалось это все. Вот и все. Там есть нюансы по поводу этого, по поводу внимания, которые как бы сейчас нет смысла объяснять. В плане того, что внимание можно открыть. Каждому, ну, собирать в одну точку. Но я скажу так, может у вас внимание всего 40, ну вот есть, то есть вашей души, опыта, энергии, неважно как это назвать. Ну вот, у вас 40. И вот вы этим живете. И оно закрыто. Если я открою вам ваше внимание, то оно будет стопроцентное. Только ваши 40, они будут на 100%. Понимаете? И суть в том, что надо еще увеличивать. И чтобы они становились 100%. Получается как? Что моего внимания, допустим, скажу так, ну 50, ну 60, 80, неважно. Вот моего внимания 80. То есть моей души 80. Не 100, а 80. Поэтому если я сейчас это все освобожу, свою душу, и сфокусирую внимание в одну точку, да, вот 100% внимания в одну точку, то это 80, только 100. То есть полностью свободное, но 80. А у кого-то я могу также освободить, но у него всего душа 10. И это 10 у него и тратится на весь мирок. Конечно, я отключу присутствие, у него 10 если будут свободны, то есть 100% свободного. Но это всего 10. Поэтому получается как, что один человек, у кого много внимания, и я ему его освобождаю, он сможет поменять вкус напитка. А у кого мало, всего 10, я ему освобождаю, но у него хоть прогресс будет, он хоть задаст вопрос, а кто я, где я, зачем. У него появится качество, как уважать человека, чувствовать. То есть он хоть из животного начнет в кого-то превращаться. Ну это тоже открытие, извините. Все люди по-разному развиты. Но вот как это происходит. Какие еще вопросы? Что для человека значит семья? Объясняю. Семья – это самый удобный инструмент для системы. Почему? Ну, для Бога, системы, неважно, это как мы будем называть. Потому что через семью можно очень хорошо оказать влияние на человека. То есть получается как, что семья – это же жизненные обстоятельства. Ведь ребенок, который появляется у какой-либо семьи, он появляется такой, какой должен пройти через жизненные обстоятельства, то есть через этих родителей. И также и им ребенок дается такой, который на них должен оказать то влияние, которое они должны получить. То есть полностью взаимообмен, все заслуженно. У ребенка появляются именно те родители, которые должны быть, то есть жизненные обстоятельства. Также у родителей появляется ребенок, который должен для них жизненные обстоятельства, которые они должны прожить, пережить. Помимо этого, семья также играет роль именно провокации и мотивации человека. То есть получается как? Вы же не знаете, как система работает, да? Ее задача развивать вас. И вы хотите сейчас улететь за границу, а там будут катаклизмы, а вам там нельзя быть. И вот вы собираетесь туда улететь, и вдруг я ваш знакомый, звоню вам и говорю, не лети. И что происходит? В данный момент я для вас не авторитет. То есть ваше внимание не фокусируется на меня, вы даже меня не слышите, не видите, я для вас ничто. И что делает система? Другие жизненные обстоятельства делают, чтобы вас предупредить, чтобы вы туда не ехали. Допустим, лишает вас работы. Ну вот. А вы, хопа, все равно где-то взяли денег и хотите туда поехать. И что происходит? И система, Бог, то есть, так родители же есть, не вопрос, сейчас подошлем. И родители говорят, нет, не езжай. Они же уже больше оказывают влияние, чем все посторонние люди. А вы все равно их не слушаете. И что происходит, система делает? А она такая, сейчас же взаимообмен. Этот еще парень хочет свалить от родителей, а им нужно его внимание, а ему нужно их внимание, а сделаем так, что пусть кто-то из них заболеет на время. Или что-то в этом роде, что-то случится. То есть все вот так. Материальное же не ценится, развивается же душа. И случается ЧП, и вы остаетесь. И что происходит?
все такие проблемы, с которыми люди ко мне обращались, математика решается. Такой математикой, что берет человек и говорит: Александр, а почему там у меня получилось так, что там сгорела дача, там что-то отменилось, что-то еще произошло, еще что-то. Я говорю: анализируйте. Анализируйте, на что вас это мотивирует, что система-то хочет, к чему она вас ведет. Что произошло в этот день, вот что вы стали, как стали мыслить, и что у вас отменилось, и что новое возникло. Человек анализирует и говорит: ну да, я сразу как-то подумала о том, что нужно сейчас родителям время уделить. Ну да, я сразу стала интересоваться там эзотерикой, поэтому обратилась к вам. Ну да, я сразу в церковь пошла. Я говорю: значит, хочет эта система. Если сейчас это выполнишь, то сразу проблемы решатся. Человек сразу выполняет, сразу решаются эти проблемы. Почему? Потому что человек уже добровольно понял. Если не понимает, еще больше будут проблемы. Вот и все. Это элементарно. То есть получается как, что человек, если сейчас находится здесь, и ему нужно прийти сюда, а не сюда, то этот человек, что он делает? Он просто находится. Любое его действие происходит не от того, что он это захотел, а благодаря мотивации. Посмотрел фильм, что-то случилось, или хорошее, или плохое где-то в жизни, на работе, может, девушка как-то повлияла, или друзья, или кто обидел, или на работе повесили, или повысили, или еще что-то, или путевка какая-то подвернулась дешевая. От этого что? От этого же человек делает действие. Он же делает от мотивации. Все равно всегда есть мотивация. Мотивация – это есть Бог. Ну вот, и что происходит? Человек благодаря мотивации захотел двинуться сюда. Вот он сюда идет. И получается как, что этот человек, когда сюда идет, он идет сюда или добровольно, он умеет прислушиваться к системе, или он не идет, и он пятится, и все разрывается. Он думает то сюда, то сюда, то сюда. И поэтому его жизнь начинает пинать. И тогда в этот момент я могу появиться и сказать: стоп, давай проанализируем, что случилось. Он говорит: так и так, я хотел, допустим, попасть туда, а что-то вот не происходит, и я начинаю опять возвращаться вот обратно. А я такой говорю: хорошо, а какие мысли, что возникли? Он говорит: ну вот когда случилось это ЧП, я сразу подумал о том, что может, правда, жить не здесь, а вот здесь. Я такой: отлично, если эти мысли появились, а ты все с ними не соглашаешься, и поэтому тебя уже месяц пинают, согласись. Он соглашается, все, проблемы решились, он здесь. Ну вот, то есть надо научиться говорить с тем, с Богом, с системой. И сопротивляться. Конечно, конечно, иначе будут бить. Так же происходит и со мной. Почему в данный момент у меня сейчас реально с каждым днем идет все больше и больше рост? Успех во всем вообще. Настолько, что это не назвать энергией, это математика. То есть я бы никогда не подумал там лет 5 назад, что я буду верить больше не в энергию какую-то и космос, а в математику. Ну вот, а на самом деле это так. И почему в математику? Потому что я знаю, что система хочет. И все. Это настолько происходит. Это то же самое, что в данный момент все, что я сейчас делаю, ведь это же мотивация. Меня же смотивировало сейчас что-то на то, чтобы я согласился с вами встретиться. Хотя мог не согласиться. Смотивировал на то, чтобы я писал книги. Смотивировал на то, чтобы я записал ролик и сказал о том, что да, я там могу вам что-то сказать, что-то дать. Это же все мотивация. Значит, меня что-то смотивировало. Я не мог это просто так сделать. Также меня смотивировало на то, что я специально заставил человека остаться, который сейчас снимает это видео. Это же меня смотивировало на это. Что-то. А что смотивировало? Меня смотивировало то, что мне что-то мало, значит. Мне мало... как же это назвать? Людей. Мне мало не признания людей, а как это назвать? Мне мало то, что результат, который я от людей получаю. То есть мне мало от них спасибо, мне мало от них понимания. Мало. Я уже всеми способами стараюсь. Я себя показываю и крутым, и не крутым, и пацаном. Сейчас буду показывать совсем другим. И за границей буду себя как-то показывать. Там с иностранцами общаться, и со звездами буду общаться. То есть, потому что у них же внимание тратится, фокусируется же на какую-то ерунду. От 1, допустим, до 10. Следовательно, я должен побыть в каждом в этом мерке, в котором они живут, на что у них фокусируется внимание, и создать в их формате ролик с той же информацией. Информация та же. Формат другой. Сейчас формат что? Он настоящий.
Вы тот человек, который когда-то, так же, как и они сейчас смотрели этот видеоролик. Вы пришли, нет никаких вопросов спланированных. Вы мне задаете вопросы, я вам отвечаю. Нет никакой цензуры, ничего там вырезаться не будет. Взяли так ролик и выложили. Все начали комментировать, обсуждать и смотреть. И то есть вот, я открыт, задавайте любой вопрос. Вот и все. То есть вот, это уже другая фишка. Это уже для других людей, которые, может, они живут в таком мире, у которых внимание не фокусируется на то, что я у доски, у них может какое-то отвращение к этому от того, что они очень много учились в школе или в институте, а от того, что они сейчас увидят меня, допустим, здесь, и я вдруг в черном, а им не нравятся яркие цвета, они меня увидят. Ну, какая-то группа людей, у которых вот внимание именно фокусируется, да, именно вот на черную кофту. Вот оно, я их сейчас привлек, спровоцировал, я же получил результат. Вот и все. Вот. Еще один вопрос задал сразу же. Вы говорите сломать систему. Поменять систему. К чему должны мы все прийти? Как все будет приблизительно, как поверхностно? Как это произойдет? Также приведу примеры. Я почему всегда примеры привожу на фильмах, чтобы людям лучше можно было это представить, то есть осознать, то есть встать на это место. Поэтому привожу примеры из фильмов. Вот пример также фильм «Матрица», когда сидит с ним лысый мальчик и показывает ложку, и говорит, что можешь ее согнуть, и говорит, что как бы это невозможно, и говорит, что дело в тебе. То есть получается как, что перемена-то здесь. Люди-то не понимают, я им 1000 раз в видеороликах говорил, что правда много что будет, но они не понимают, что не ведитесь на материальное, я говорю. Сакральный язык. Все немного иначе. Конечно, вы увидите мир другой, но извините. То, что вы сейчас видите, это так и будет. То есть планета Земля почти не изменится. Изменится она здесь. Просто кто-то будет дальше видеть ад, а кто-то будет видеть рай. Вот и все. Вот что происходит. По поводу системы, как ее ломать, объясню. В данный момент, что происходит? Время перемен. Была одна часть Земли, есть вторая часть Земли. У этой части Земли были, выражу так, сакральным языком, ключи от рая. То есть, что это такое? Это люди-боди. Неважно, боди, ангелы, да кто угодно. Это те люди, которые что? Кто есть Бог? Тот, кто что? Мотивирует меня. Нет. Бог тот, вот в данный момент, если вы можете оказать на меня влияние, то есть меня спровоцировать или меня смотивировать, значит вы для меня Бог. А если не можете, значит не Бог. И получается как, что если у меня много людей, и я могу на них оказать влияние, то есть их смотивировать, то есть подтолкнуть, сделать шаг вперед и так далее, то есть я Бог для них. А для меня Бог тот, кто меня мотивирует. Вот как это происходит. И получается как, что если посмотреть Голливуд и всех звезд, а также посмотреть также на той части Земли, сколько фильмов, да, они все по всему миру, их валюта по всему миру, доллары, да, ну вот, ученые, айпады, айфоны, да вот это вообще все оттуда идет. Почему? А идет почему? Потому что это не просто так, это все заслуженно. Так должно было быть. И идет как? Это люди, которые реально высокоразвиты. Они боди для всего мира. Они же оказывают влияние на весь же мир. Им дан инструмент управлять всем миром. Они знают, как управлять людьми. И что они делают? У них внимание стопроцентное. И они своим вниманием управляют всеми. Они зарождают новое. То есть что происходит? Им дается информация, они проводники. И они ее доносят всему миру. Майкл Джексон – Бог. Битлз – Бог. Боди. Это так и есть. И что сейчас происходит? Сейчас там все рушится. Это выключается, заканчивается. И переходит это Россия. И что произойдет? Сейчас люди, которые как-то мучаются, интересуются. Кто-то уже почти к этому пришел, ему уже хорошо, а кто-то на этапе, что ему плохо, но он счастливчик, он к этому идет. Просто там разные этапы бывают. И происходит что? Что человек придет к тому, что он будет как Майкл Джексон, как Элвис, как Битлз, как, я не знаю, какой-то там ученый, который там, как Тесла.
Вот кто он будет. И сейчас такие люди все будут именно русские. Они будут создавать все и оказывать влияние на весь мир. Вот и все. Это мы будем зарождать моду, мы будем все зарождать. И суть в том, что, получается, не мир изменится. Да, власть сменится. Боди сменится. И это самое интересное, что будет, это как? Те люди, которые это все делали, Майкл Джексон и так далее, я все о нем повторяюсь, они не знали, кто они. Конечно, они все этой информацией интересовались, они очень много знали, но они все равно не понимали, кто они. Им не нужно было знать. Но они, можно сказать, они ангелы, это и есть ангелы. Их просто никто не видит и не понимает, кто это. А есть тот, кто самый главный, кто это все контролирует. Так же и в России сейчас будет. Откроется целая куча людей, пойдет все, будем создавать и создавать, бесконечно просто. Миллионы открытий будет. Прогресс. Да, сумасшедший прогресс со стороны России. И люди тоже не будут понимать, что они боди. Они просто будут понимать, что пошел успех, повезло, талант, там еще что-то. Но это будет очень глобально. И вот я привел пример, с чем можно сравнить, тем мы будем. И будет кто-то, кто будет это все контролировать, вот и все. И мы уже будем оказывать влияние на весь мир, во что им верить, какими деньгами пользоваться или вообще не пользоваться деньгами. И на каких машинах ездить. И что есть модно, что не модно. Какие им фильмы смотреть. Ведь фильм это же тоже от Бога. Можно проанализировать даты 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 год. Какие фильмы показывают. На что людей мотивирует, чем их провоцирует, к чему подготавливают психологически. Ведь тот человек, который создал фильм, он же часть системы, он же тоже есть Бог. И получается как, что это как природа, это как снег выпал. Так же выпали эти фильмы, определенные на данный момент, на определенную данную нашу психику. Вот и все. И прошло очень много фильмов интересных, необычных. Разве было, я скажу так, конечно, все фильмы всегда были фантастические, но я скажу так, до 2000 года не было такого ажиотажа с темой дети Индиго, экстрасенсы, способности, конец света и так далее. Нет. Это вот пошло именно после 2000 года, так глобально. А сейчас вообще я уже второй фильм вижу, где Кремль рушится. Тоже интересно. Никогда же фильмы не снимали, как в Москве катаклизмы какие-то, катастрофы. А хоп, я уже смотрю второй фильм. И хоп, и Кремль падает. Как так? Странно. К чему это показывает? Именно в этом году. То есть вот переход 2011 на 2012. Так. То есть это все природа. Даже фильмы это природа. Даже то, что сейчас в мире происходит, все это природа, все есть живое. То есть, чтобы вам лучше было представить, это как луч, который оказывает влияние на все. И от этого все начинают как-то двигаться. Планета, там, я не знаю, Земля поползла, вода потекла, там замерзла, там это. И хоп, у этих людей приспичило разрушать, то есть пошла война. Это же тоже природа. Их же что-то смотивировало на это, у них что-то здесь заклинило. То есть это все природа. И в данный момент там происходит изменение, которое оказывает влияние на вот, где мы находимся, на все живое. И вот происходит процесс. Перемена. Вот это сейчас меняется. И в данный момент я, зная эти все правила, прогнозы, я встал в хорошее место, которое мне было предназначено. Вот я на этом месте сижу, я не сопротивляюсь. Я знаю прямо от А до Я, даже когда конец будет. Я это делаю, я знаю, что я же работаю на систему, я же работаю на Бога. А моя задача какая? Обхватывать определенную аудиторию людей, отделять их от внешних факторов, открывать их внимание и делать из них создателей. Вот и все. А почему я так делаю? То есть все же думали, система это плохо? Нет. Почему? Система, она и есть система, она нас развивает.